Добрый день, дорогие коллеги! Меня зовут Ольга Ханафи. Я автор пигментов Hanafi Colors Pigments. Вы смотрите цикл видеороликов, посвященных колористике наших пигментов. Начинаем наш обзор с линейки пигментов для бровей. По каждому из пигментов будет отдельный видеоролик. Самый темный пигмент бровной палитры Hanafi, номер 5. Black Brown. Что это за пигмент? Про него хочется рассказать особо, поскольку появился он позже остальных бровных пигментов. Когда-то палитра включала только 4 пигмента для бровей, и 5-й появился в общем и целом по просьбам трудящихся, скажем так. Не хватало темноты. В свое время были некоторые эксперименты с палитрой, и номер 4 немножко был подтеплен, и после этого он стал чуть-чуть светлее, чем был поначалу. И в этот момент пользователи пигментами сказали, что им насыщенности и темноты не хватает. И тогда был придуман номер 5. Это самый темный пигмент в нашей палитре. Очень-очень темный брюнет, но, конечно же, не черный. Не черный, не серый, глубокий коричневый цвет, все равно на желтой основе. Поэтому он, конечно, заживает, скорее всего, вот тем самым графитом, которого очень многие желают, вожделеют. Этот пигмент почти никогда я не рекомендую использовать в чистом виде. В 90%, может быть, даже 95% случаев он требует смешивания с чем-то другим. Чаще всего и проще всего подтеплить пятерку можно с помощью корректора, оранжевого корректора номер 1. Достаточно пары капель, и ваш вот этот глубокий темно-коричневый цвет не так сильно захолодится после заживления. Он в любом случае станет чуть прохладнее после того, как заживет. Это всем известно. Просто когда пигмент такой темный, излишний уход в прохладу может испортить весь вид, особенно если пусть темные карие глаза, но такие теплые, и волосы тоже темные, брюнетистые, но явно коричневые. При этом активно серые брови будут нехороши. Плюс еще, если вы не уверены, что сможете положить пигмент максимально поверхностно, как того требует правила работы с органическими пигментами. Поэтому подстрахуйтесь, в этом нет ничего страшного, в этом нет ничего плохого. Оранжевый корректор вам сослужит хорошую службу. Про 5-й пигмент я хотела бы сказать еще, что он прекрасно подходит для работы на веках. Им можно делать великолепные межреснички и выводить стрелочки для тех, кто не хочет активного черного цвета. То есть варианты использования очень большие, очень обширные, и этот пигмент, если им правильно пользоваться, красив и полезен. Просто я хотела бы сказать еще рекомендации, что очень многие хватают в чистом виде пятерку, как только видят очень темную кожу. То есть буквально афроамериканская кожа, какая-то очень темная азиатская кожа. Сразу почему-то все думают, что нужно взять пятерку в чистом виде, она же самая темная, а здесь нужны самые темные брови. Такая активно меланиновая кожа очень сильно захолодит вашу пятерку. Вы получите брови откровенно синюшные. Результата нужного вам не добьетесь и будете разочарованы. Поэтому, при том, что таким типажам, конечно же, нужны самые темные оттенки, не забывайте, что они должны быть хорошо приправлены подтеплителем, в данном случае корректором номер 1. А так, типаж понятен, какой нужен для пятерки. Это либо темные карие глаза и темно-каштановые, темно-коричневые, почти черные волосы, либо это холодные серые или синие
глаза при наличии очень темных, почти черных волос. Такой зимний типаж. Это тоже для этого очень хорошо подходит 5. Пользуйтесь, не бойтесь, используйте грамотно, и этот пигмент вам поможет в работе.